днем рождения, Женя. Мысленно. Ну, мысленно, я же телепатически общаюсь с Мгм. людьми. Сразу приходит Денис зовут. И мне сразу идет вопрос, а как это так? Я же помню, что у него в пространстве тоже это было, и мало того, он все помнил из своей прошлой жизни, когда был этим человеком-андроником, из которого сделали культ Иисуса. И я подумала, м, кто-то тут, на кого-то тут навешали, или как это работает, или раздвоилась душа, или как это работает. Начала думать, и тут вдруг думаю, а когда же родился? Надо его спросить, когда же он родился. И уже не М. знаю, кого спрашивать, то ли Дениса, то ли тебя. Потому что точно у Обоих. кого-то, да, у обоих, точно, да, нужно это разобрать. И вдруг мне идет, прямо попадаю в эфирное пространство, и вижу такую планету большую, и как, ну, мне идет, что это Сатурн. И кто-то берет вот это так, как в палку, вставил в этот Сатурн и так повернул, и я слышу новое время. Но не время, которое вот мы отсчитываем, а это имеется в виду более широкий такой спектр понятия. То есть время – это события, мне прямо так и идет, обычаи, ритуалы, вера, все новое. Так что мне вот интересно, что же кроется за этим всем. Я читал какой-то анекдот про этих астрологов, где астрологи говорят: давайте, говорит, все скинемся вместе, запустим ракету и разбомбим этот Сатурн, говорит. А то, чтобы он нам не портил наши эти карты астрологические. Ну, типа это, типа Ну, какое-то воздействие. Ну так, шутка. ага, ретроградный Сатурн в каком-то Ага. там, да, Да-да-да. это анекдоты. Это же, ну, астрология на самом деле не наука, хотя они так себя и называют, а это полный бред, потому что это, ну, даже логическое мышление включить, мы смотрим на небо, видим созвездие. Это мы видим, что это созвездие. Но эти планеты, звезды принадлежат совершенно к другим звездным системам, к разным даже галактикам. И никакого, и они на самом деле никакого созвездия нет. Это во-первых. Во-вторых, не углубляясь, потому что это, мне тоже уже готовая тема Не, на это всякий случай. То есть интересная тема, это потому интересно, но что некогда сегодня говорить. Но Солнце если и планета коротко, тоже живой организм. они все живые организмы, но здесь в астрологии, что очень важно и самое важное, это исключается воля человека. То есть Ну, это конечно, если они автоматически начинают думать, что виновата там так Сатурн, звезды совпали, то все. так карты легли, так звезды Да, стали. да, то все. Вот, то есть исключается воля человека, человек автоматически перемещается в роль жертвы. Так что мы, Виктория, посмотрим. То, что ты видела с этим Сатурном, произошло. Так вот И давай сейчас погрузимся в это и все разберемся. что ты видишь? А вот опять это вижу, как планета такая большая, такое пятно, такой круг. Но это не... Ну ладно, давай по порядку, потому что мало ли что М. я тут нашла. Мгм. И там как будто так бум из сектора магии, как таким, слышу, наволочь. Мгм. Наволочь – это Хорошо. украинское слово, которое обозначает сволочь. А наволочь – это наволочка, вот это все. Мгм. Странно. Ну ладно, давай по порядку. Виктория, отсоединись от этих ситуаций. Мгм. Найди в тот момент, когда ты шла и поздравила якобы меня с Мгм. днем рождения. Посмотри, что происходило в этот момент в эфирном пространстве. Да, я вот вижу, и я как будто бы посмотрела в этот момент в этот же, в это пространство темное. То есть мое внимание духовное как бы ну,
Мгм. оказалось, когда мы, Внимание. Мгм. куда мы обращаем внимание, туда оно идет. Когда я вот это подумала, оно сразу же пошло туда, к чему оно относится. И вот я увидела вот это темное пространство, которое вот так как зигзагом, мое внимание сразу пошло как в сектор магии, где этот вот наволочь, и дальше пошло снова зигзагом, как бы это сектор уже интерферентов, и там оно почему-то сразу посыпалось, как монетки такие черные. Просто вот так посыпались вниз, вот так ударилось об этом и посыпалось. Что это за такое пространство? Так. Эм, Вот с этого пространства, когда ты спросил, сразу вышла такая штука, как сковородка Мгм. на ручке, вот так вверх. И там такой, как на иконе, как будто бы это икона такая, нарисованный Иисус. Как будто бы на деревянной такой досточке. Оно просто считывается, как эта разделочная доска, на которой хозяйки там разделывают все. Мгм. И вот там нарисован образ этого Иисуса с такими глазами, как-то он подмигивает правым глазом. Вот. Я слышу, что это пространство религиозного обмана. Это информационный объект. Мгм. Это как компьютер такой, скажем так, информационный объект во внешнем пространстве. А я слышу хранитель информации. Это вот хранилище информации, как банк данных, скажем так. Мгм. И какая информация в нем хранится? Я вижу, что в этот момент, когда ты спросил, сразу пошел ответ вот так. Я вижу, как в это информационное облако, вот теперь мне понятно, почему эти хранилища называются облаками. Оно так и идет облако, то есть оно вынесено за пределами, то есть это во внешнем информационном пространстве. И я вижу, как М. множество вот таких, как иголочек, энергия полилась. И я вижу, вот это вот такое же внимание, когда обращаешься к этим религиозным понятиям христианским, вот, оно сразу собирает внимание. И вот так как оно собрало мое внимание, и там оно посыпалось вот туда куда-то, нужно будет его Мгм. собрать. Наверное, не зря М. оно туда посыпалось, рассмотрим. Вот. Мгм. И я сейчас посмотрю, откуда оно идет. О, оно идет, я слышу культ, а вокруг вот люди делают свои дела. Там кто-то кланяется, кто-то крестится, кто-то молится, кто-то на кладбище. Вот вернусь сейчас, что-то я услышала. Вернись, Виктория. Мгм. Я слышу культ поклонения мертвецу. А мертвец, то вот это вот деревянная досточка, и там же считывается распятие, крест, который вот на кладбищах ставят. Мгм. Он деревянный такой. И так и считывается культ поклонения мертвецу. Так, а вот этот объект, из каких энергий он состоит? Он вот так стягивает энергии человеческого внимания, а также э, эта энергия, потом вот как у меня, она посыпалась и отделилась там какое-то пространство. И вот эта черная, которая считывается как захват, черная энергия – это как такие приспособления, которые захватывают энергию или внимание человека, то есть вот эти ритуалы, вот это все. Мгм. А где-то там уже есть такое пространство,
Вот я в него попадаю, смотрю, и там вот, где эти копеечки так называемые, то есть мое драгоценное, да, то, что эквивалентно моему творческому потенциалу, оно посыпалось в такое вот пространство, и там много-много, как хранилище такое. Там таких, как будто бы я попала в такую цистерну, и там такая гора, и сыпется туда вот эти, ну, оно так и считывается, энергии внимания живых людей. То есть вот эти мертвые программы, ложные, захватывают внимание и собирают Мгм. эту энергию в специальный, как энергоинформационный котел. Так, и что на примере твоего внимания, вот этом потенциале, что эта энергия там используется кем-то? Да, я вот прямо проследила, куда вот она упала, и там я вижу сразу э, приходят такие ам, какая-то фигура черная, она вот имеет отношение к сектору магии с мешком с таким, и я позволяю пока, то есть посмотреть, что оно, кто это вот сейчас смотрю. Мгм. Кто это в Это секторе магии? считывается эгрегор колдунов, так. Мгм. И оно уходит. Сейчас я приказываю ему проявиться, кто он. И я увидела вот этот образ этого человечка в длинном плаще шелковом черном с этим колпаком и с этой шапкой. Мгм. Остроконечный? Да, и я приказываю назваться, кто он такой. Вот тельняшка. М, Считывается Так. связь с эгрегором. То есть я вижу, что да, это Илья. На физике Илья, да? На физике Илья, вот я его вижу. Мгм. Как будто бы в Так. тельняшке, в экранчике, ну, как я его знаю, ну, как бы в экране только, вот он там М. есть. Мгм. И возле него, как рыба такая, бесформенная, висит в пространстве Мона, вся в паутине, как это, как в коконе, обмотанная такими слюнями. Мгм. Вот, и эта Так. слюна потянулась вот, от нее, вот эта белая потянулась куда-то вверх. Мгм. Вверх. Так, куда она потянулась? Она потянулась вот, и я пришла в тот момент, когда я вот это подумала. То есть она вот сюда мне потянулась. То есть Мгм. когда я обратила внимание свое, направила на в это место, в этот эгрегор, вот тогда как бы сразу сомкнулось, так чих, мое внимание сюда пошло и подключились. Сейчас я посмотрю, что это. Я слышу родовые контакты, сожаление о случившемся. То есть я жалею Мону, потому что мне жалко, что она захвачена. И она как бы сразу подключилась ко мне с Ильей. Через Мгм. религиозный эгрегор, что интересно. Так, как же это сработало? А, а знаешь, почему так? Потому что я вижу, я себе так ну, я быстро думаю там в эфирном пространстве, и сразу же идут ответы. У меня нет связи с религиозным эгрегором, потому что я не принадлежу никакой религии, да, я свободна как бы в этом плане. Но зато у меня есть связь и с колдовским эгрегором. А религиозный эгрегор, вот этот христианский, он тоже колдовской. Вот, потому что он имеет вот эти догмы, ложь, то есть это все основано на лжи. Мгм. Ритуалы и все То есть это остальное. не имеет значения, как это называть, на Мгм. самом деле это все из одной парафии. Вот. Мгм.
Так. И что они сделали с твоей энергией? Я вижу, как Илья закладывает в карманы. Мгм. Он еще попробовал на зуб, вот так, Мгм. как золото, да, проверил. И положил в левый карман. Вот штанина вот тут как будто бы. Так, хорошо. А, спроси себя, почему ты позволила использовать твою энергию, если зацепка? Почему это произошло? В этот момент я увидела перед собой такую огромную книгу. Такая большая книга. Мгм. И я слышу, сейчас я смотрю, «Миссия спасения человечества». Эта книга, она такая интересная, она вот так вот, а эти листики превращаются как в крылья и вот так смыкаются сверху. Мгм. Так. И как эта книга связана с тем, что ты позволила твоей энергии Но использовать снова я этому колдуну? слышу, что мне нужно разобраться и показать. Я слышу человечеству его гибель. Мгм. Что это за гибель? В секторе это сразу направляется внимание в сектор интерферента. И я слышу магический колдун. Там Этот находится в колдун. секторе интерферентов. Он вот так идет. Это вот этот колдун, он как бы олицетворяет всю магическую структуру, потому что он взял на себя роль мессии. Я слышу. А, царя планетарной системы. Потому что человек, он тот, сколько берет на себя, зато он и отвечает. Вот я Мгм. просто вижу этот образ, возьмет маленькую охапку, да, но отвечает мало. Кто много берет на себя, тот за много отвечает. То есть он взял на себя миссию какого-то, вижу, как красная звезда у него на голове, коммунистическая власть. То есть слышу красный террор, захватить весь мир, но не только мир, но и всю планетарную систему. И вдруг слышу вот это, что я увидела, этого Сатурна. Мгм. Этот Сатурн находится в секторе интерферента. Черная планета. Ну, как Так. планета? Это в эфирном пространстве, это информационный блок, как компьютер, скажем так. Мгм. И прямая, как палка такая вот, прямо как рельса, к этому колдуну. И я вижу, что это он держит эту палку, эту рельсу. Она считывается как рельса, по которой вот поезда ходят. И ее вот так разворачивает. Мгм. Так. С какого положения он разворачивает его и в какое? Какое Ну, было? что ты хочешь? Я вижу, это он находится в секторе магии, то есть он... а, надо посмотреть сначала, что это он разворачивает. Что это Мгм. такое? Давай Оно посмотрим считывается этот как объект. Сатурн, М. этот Мгм. объект. Что это за объект такой? И я вижу, что это не планета. Планета отдельно себе. Она вот с кольцом с таким летает. Да? Мгм. Да. Сатурн такой. Вот Мгм. она себе летает в пространстве. Это не планета. Планета тут ни при чем.
Это эгрегориальная структура, то есть это энергоинформационная структура, которая называется Сатурн. Это как операция И, да? Любую операцию как и называют. Это операция по изменению времен, я слышу. Они ее обычаев, обрядов, верований. Вот это то, что мне шло. То есть вот это время, оно вмещает в себя целостную всю структуру бытия человеческого, человеческого бытия. Все, что связано с воплощенным восприятием окружающего мира. Я слышу искаженная реальность. И этот объект, Сатурн, это он считывается, слышу, хмарочос. По-украински, то есть это чесать тучи, да? То есть доставать до туч. Небоскреб. Да? Это и есть этот Вавилон. Вавилонская башня. Так. Я И эта слышу структура, да, что ты корни, слышишь? корни. То есть этот вот Вавилон, корни. И там вижу вот этот, прямо вот так, такой, как дикий человек, образ такого дикого человека в секторе интерферентов. И слышу Навуходоносор. Это царь, который изменил времена. Он считывается отшельник. Отшельник. Вот он, это программа. Вот он ходит, как будто бы колосья на коленях, как ползает по полю. Это считывается идейный начальник величия, возвеличивания человеческого разума над человеческой природой и над природой бытия. Преувеличение. Так, а кто это Навуходоносор? Знаем ли мы, кто он такой? Это не имеет значения, это и идея сама, да? То есть Рождение этой идеи, это как отправная программа. точка, да? То есть это имеет отношение к человеческому бытию, к человеческому разуму, но оно как на столбе на таком, на черном держится и уходит в глубину. Я слышу сатанинского разума, то есть изменение времен. И к этому Сатурну, к этому объекту информационному, вот это рельса, которую вот, а там как шабаш какой-то, эти ведьмы там всякие, Колдуны. колдун, вот это все вместе. Считывается эзотерический религиозный шабаш, и там эти с крестами ходят, и такие энергии очень такие, считывается, в общем, как разрушительные, так, как будто бы точно там черти скачут в этом где-нибудь. Так. Как это связано с гибелью, которой нужно показать человечеству? Я вижу, что в этом Сатурне, в этом эгрегоре воткнут вот так вот крест. И на этом кресте, как золотого цвета, распятие Иисуса. Считывается как человека. Поклонение смерти. Так, кто это воткнул? Это распятие. Приказываю проявиться. Кто ответственный за это?
я слышу пий, Мгм. какой-то Папа Пи. пий. Мгм. Их там И было много. он Да. вот так от этого идет вот так вниз, то есть это в глубине. Сверху вот этот шабаш с этими эзотериками в секторе магии, а вот этот пий, это вот так внизу. И я вижу там, я слышу христианский эгрегор. Так, этот Пи И связан с созданием этого христианского эгрегора. я вижу, ну, с каким-то ритуалом это точно связано. Я вижу, что там человек, и он стоит, этот пий стоит на горле. Он его согнул и стал правой ногой ему как на шею. А этот человек почему-то вот так он как будто бы кровью харкает. И считывается как предсмертные муки. И он берет энергию там, где он стоит ногой, вот такую энергию, светлую, душу вытаскивает. Мгм. И Так. какую-то пишет, я слышу, прокламацию. То есть какой-то документ, такой лист длинный, закрученный, и такими черными буквами там пишется. Да, он как и с этих энергий черных создается вот этот, я слышу, религиозный культ поклонения Христу. Именно вот орудию смерти и самой смерти. Он приказ какой-то издает. Мгм. Я слышу Посмотри. почитать Христа. Он издает указ почитать Христа. Так. И кто этот Христ или Христос? Кого почитать должны быть по этому приказу? Я вижу, что идет сразу отсыл там, где ноги Христа, там, где его, ну, этого человека, которого как будто бы прибили на такую палку, на Таурус. Мгм. И он так вот локтями вот так держится, а где ноги, там гвоздь такой, нога на ногу вот так вот. И большой такой, вот такой длинный гвоздь металлический. И вот туда идет внимание через эту рану и уходит куда-то вниз в сектор интерферентов. А какой вопрос был? Потому что я что-то полетела уже куда-то. Ну, вопрос так. Что вообще значит почитать Христа? Что это Я слышу получается? почитать муки. То есть это я вот вижу вот это внимание. Понятно. Мгм. Вот это мое внимание сразу пошло по этим всем конструкциям, потому что а, э, меня триггернуло, да? М. Мгм. У меня триггер есть, да? Не закрытый гештальт, это моя сестра захвачена этим колдуном. Мгм. Если у человека есть какие-то детские травмы, есть какие-то еще, то есть программы жертвы, какой-нибудь триггер там, то оно все равно захватывает, и это внимание, и эта энергия уходит. Мгм. В этот момент я вижу, как я забираю, моя энергия уходит, прямо выходит из кармана Ильи, и я ему приказываю убрать все воздействия от меня, а также от моей сестры. Я забираю всю мою энергию, которую я потеряла на разоблачение его секты, и на это все. Всю мою энергию, которую он поглотил, я возвращаю себе, а ему отдаю карму за то, что он вторгся в мое личное пространство, пространство моего рода, пространство человечества, к которому я принадлежу, и за вот это темное воздействие на мою родную сестру. Я Мгм. ей передаю информацию о том, что происходит.
Так, забираю, очищаю Мгм. всю мою энергию, поднимаюсь вверх. Так, Виктория, что значит почитать муки? Это как отдавать почтение этому процессу мучения? Что эм, обозначает? это не процессу, потому что люди об этом не думают, а это Мгм. на тонком плане, куда уходит энергия. Энергия уходит, я вижу, как этот человек, который прибивает этот гвоздь, и Мгм. я слышу ненависть к человеку, ненависть к жизни. А, То есть получается, что вот эти люди, они, это как открытый портал. Вот это мучение, Одобрение. да, и это как открытый портал, который захватывает внимание людей, и они становятся на сторону этих мучителей. То есть они одобряют это действие убийства человека, Мгм. и я слышу, что они притворствуют Христу. То есть они притворяются, получается, они этому распятому человеку, они врут. Они говорят, что они его любят. Вот я вижу этими губами, как вареники такие, пю-пю-пю, потому что это ложь. Вот это губы такие, Мгм. как сейчас накачивают, да, это тоже женщин триггерит очень сильно. Где-то там есть проблемы внутренние, и они вот эти утиные губы себе делают, ложь эту показывают на физике. Это такое время сейчас, что вся ложь проявляется. То есть тот человек, который не умеет работать с внутренними проблемами, он все это наружу вытаскивает, показывает. Потому что Виктория, ложь не может держаться. вот это мнение, что якобы этот Иисус там искупил грехи его смертью, вот эта информация, в которую верит вот эти молящиеся, это ложь, она тоже как идет, как гипноз или что это? Вера, Заблуждение. Это не заблуждение. вера. Мгм. Вера– это внутренняя связь человека с его божественным началом, с высшими духовными аспектами души и с первотворцом. Это вера. Ну, на самом деле, ну, называется так вера. На самом деле это знание. Я слышу Всевышнее знание. Его назвали почему-то верой. Ну, вера– это уверенность, да, человек верит, он Мгм. уверен в чем-то. А религия– это вот эта конструкция, религиозный захват. То есть вот эти все, вот это, что называется, время, то есть Да. все обычаи, вот это все, новые как бы а, догмы, вот это обычаи, это все, это есть религия, это устройство. Вот так и слышу. Устройство религиозной лжи. То есть устройство захвата души называется религия, то есть это организация. И организация религиозная, она не имеет ничего общего с божественным началом души, с верой, а наоборот, ее цель захватить человеческое Мгм. внимание, вот как мое было захвачено, да? Вот точно и эти люди теряют свою энергию. И я же это помню, как мой муж заставлял меня ходить в церковь, а я чувственный человек. Я говорю, я не хочу ходить туда, там. Мне холодно, я чувствую обессиливание и все такое. Я чувствовала этот отток энергии. Так. Так, и вот это заблуждение людей, которые верят. Ну, не верят, а заблуждаются в это. Они Эт не верят, у них нет веры, у них есть страх. Мгм. Они То боятся. есть они Их принимают это. религиозность держится только на страхе. Они боятся, и поэтому они ходят в церковь. А чего они боятся?
они боятся, сразу вот идет вот этого, вижу там в секторе интерферентов, который управляет этой всей структурой, этим Сатурном, спрут. Они Мгм. своих страхов боятся. Они внутренне, у них, я слышу, контракты. У них контракты, смертные контракты души, еще из прошлых воплощений. Каждый человек, который живет на Земле, он именно в этом месте и живет, потому что у него есть контракты. Потому что Мгм. Земля — это такое место, которое, слышу так, Люцифер определил на заклание, на смерть. У него одно желание — уничтожить человечество, уничтожить нашу планету. И именно вот это как раз, вот то, что вот это моя цель, моя миссия — предупредить, и буквально я слышу вот так выхватить души, которые как бы идут на погибель. Я Мгм. слышу так: предупредить, предотвратить гибель человечества. Так, и в чем заключается вот эта гибель? Что ты именно хотела показать? Я слышу люциферианское царство, система управления человеческим разумом, человеческой душой, сознанием. Мгм. Я слышу эгрегориальные, фантазийные структуры, вот этих колдовской эгрегор, то есть вот эти все, одно словом, оно называется мафия. Как спрут. М. А, Фильм такой был "Спрут", да? Вот как спрут Да. пролезет в маленькую щелочку, точно так же эта чужеродная матрица, а, дьявольского мышления, она пролазит именно там, где слабо, там, где слабое звено, там, где уязвимость у человека. Вот как у меня сейчас мы просмотрели, у меня уязвимость — это моя сестра, за которую я волнуюсь. Мгм. Так, почему эта уязвимость? Что ты хочешь с этой сделать? С чем? С этой уязвимостью? Ничего я не хочу сделать. Это это играет на две стороны. С одной стороны, наша Мгм. уязвимость нас как бы колет, но с другой стороны, она проявляет слабые места, над которыми нам нужно работать. То есть я вижу, что эта уязвимость дает мне возможность еще больше проявлять любви, и мне прямо пришло, что нельзя называть Мону Моной, а называть ее Оксана. Оксаны? То есть как ее зовут на самом деле, потому что вот это триггер, ну, Маркер. это Мгм. маркер, Да. триггер, да, то есть это в Мгм. энергоинформационном пространстве вот соткана такая энергоинформационная структура, именно на которую это как ее темная субличность, связанная с ее этой незаконной деятельностью. И я Мгм. вижу, что в тот момент, когда она начала работать по всем правилам, я ее обучала, э, как регрессолога, чисто работать по психологическим принципам, то она побоялась открыться, кто она, и назвала себя Мона, да, ну, а, Мгм. фамилия у нее такая похожая. Мгм. Вот. И именно это стало как этой точкой, на которую уже потом наросла вся эта а, фальшь, чем она сейчас, это магия, вот это все, чем она Мгм. занимается. Виктория, если ты хочешь, ты можешь отменить это твои решения, называть Оксану Моной. Но я ее не называла, ее, где она жила, все ее так Мгм. называли. То Мгм. есть это мы в родне, я даже не знаю, кто ее так назвал. А, Это просто
Я слышу, перемагнитилась с прошлых воплощений. ну, наверное, да. Мгм. Вот. Я вижу, как всю эту цепочку, она вызывала духов, и я вижу, она гадала на зеркальце, то есть она любила помогичить. И вот она этого мужа своего притянула, она его просто увидела, но это не его, она демона этого увидела, но и так притянулся ее тот муж, с которым она жила, и вот эту фамилию получила его. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Да, я Так, с отсоединяюсь этим. от этого. Отсоединяюсь от этой ситуации. Давай, Виктория, посмотрим тот случай, когда вот этот Пи делал этот ритуал над окровавленным человеком, растопил Да, его. да, я вижу. Сейчас я Мгм. посмотрю, кто это. Мгм. Я слышу человек Иисус. Ой-ой-ой-ой, что они с ним сделали? Да, его тела, живого места нет. О, на нем раны ужасные. Он как живой труп просто. И кровь сочится с ран, и вот так сгустки крови изо рта. Этот пи стоит. Это такая программа. Я Мгм. слышу пренебрежение человеческой жизнью, ненависть к человеку, Мгм. А указ было почитать м, Христа. показ? Мгм. Наверное, это пи 12. Мне идет вот какая-то цифра 12. 12 именно. Ну, А несколько она... раз оно уже Мгм. прозвучало. Ну ладно. Не буду свои догадки говорить. Не Хорошо, говори. Виктория. Я вообще не знаю, Кто, кто это такой. да, кто на физике представлял эту программу, вот этого Пи, приказываем проявиться согласно физической ДНК? Кто О, это? я слышу Никейский собор и вижу такой человек, как будто бы с таким венком металлическим. И лавровые такие листочки. Константин? Константин. Константин. Мгм. Никейский собор, IV век? Да, IV век. Там прямо черным таким, как будто бы написано. IV век нашей эры. А почему он черным написано? Эта энергия считывается как Сатурналий. То есть это ложная информация, потому что она черная, Нет, магическая. Ну, магическая. магическое, оно и ложное все есть. Вот. Это, я слышу, перетекает, вот оно как перетекает из этого эгрегора Сатурна, перетекает в сектор магии, это черная энергия, в эгрегор, и сотворяется новый эгрегор христианства. Мгм. То есть а, получается так, что уже был вот этот Сатурн, этот культ Сатурна был, и они туда вот взяли вот этот, как гипноз считывается, вот эту модель, ненависть к человеческой жизни, убийство этого человека, и привнесли в эту Сатурналию свою, да, в культ Сатурна, вот эти страдания, то есть этот портал энергетический, потому что, смотри, мы живем вот это все в пространстве, как в бульоне энергетическом, да, и точно так же, как в мозге в нашем идут вот эти нейронные связи, вот точно так же эти энергетические потоки завязаны, перевязаны, есть свои потоки, потом разделочные какие-то станции, которые перенаправляют энергии и так дальше. Все это на физике проявляется в догмах, домыслах, вранье, насилии, магии. То есть мы это можем наблюдать на физике, потому что ничего не происходит в эфирном пространстве, если это не происходит на физике.
Мгм. То есть если оно произошло на физике, значит, оно завязалось там на небе. Это принцип, что завязано на Земле, то завязано на небесах, то есть в духовном пространстве, в энергоинформационном. И что развязано на физике, то есть на Земле, то развязано на небесах. Этот принцип записан тоже в Библии. И в Мгм. психологии тоже оно совпадает все. Ну, в этом плане. Так, хорошо. Это Константин как-то связан с этим человеком, который вот этот растерзан? Это Константин ему наступил? Нет, этот Пий наступил. И, Пий издал указ какой-то. Почитание Христа, Христовых мук. мгм. Хорошо, а вот этот человек, который То ли он умирал, 14-й, то ли 12-й. Сначала 3 раза слышала 12, а сейчас идет уже 14. А этот человек, который вот умирал, он мгм, считывается как культ ненависти к человеческой жизни. И я вижу, что это не конкретный случай, а это уже взята энергия, как блок такой, как банк информационный. Там я вижу, как слышу кровопийцы, и вижу, как культ жертвоприношения человеческого. Это самое, и какой-то вот так, как какой-то горилла, руки поднимает вверх, так себя бьет и пьет человеческую кровь. мгм, И считывается культ кровопийц. И там же к этому культу привязан вот этот колдун, который бегает, и так у него это увиливает от внимания, вот его этот плащ вот так между э, вот информационные пространства, они такие имеют свою плотность, каждое пространство. Вот тяжелые есть информационные пространства, они внизу. И между собой они вот так, как имеют коридорчики такие. Они не... И чтобы... Они разная плотность. И это как вода. Это мы видим в море. В море есть соленая вода, и она не соприкасается с... То есть она соприкасается с пресной водой. Это тоже видела в реке. То есть и пресная вода, она как бы течет рядом и с морской водой, но мгм. и эта вода. Но даже визуально можно увидеть, что здесь, например, вода одного цвета, а здесь другого. То есть у них вот это межпространственное натяжение не дает возможности проникнуть. И все наше пространство без этих ритуалов было бы, мы бы жили в раю, если бы не было этого религиозной фальши, потому что благодаря ритуалам эзотерическим и религиозным вызыванием духов пробиваются эти каналы, Мгм. создаются вот эти каналы, Портал. Мгм. порталы между этими пространствами, и более низковибрационные энергии перетекают в более высокие. А на физике тоже есть Высокий, такой конечно. закон, да, о Диффузия. соединяющихся сосудах. Мгм. Если что-то убывает, значит что-то прибывает. И все это держится на человеческом разрешении, то есть э, на его Мгм. разрешении чему-то происходить. Мгм. Так, а на физике вот этот человек, который в муках погибал, есть ли кто-то на какое-то событие, связанное с реальным человеком? На Ну, чем их это там много. держится? Это целый эгрегор. Мгм. Вот. Э, Я вижу человека, который вот так лежит, смотрит на каменной плите. Она выглядит как наковальня. Вот этот образ наковальни наконец-то раскрылся. Это вот как ацтеки приносили в жертву своих жертв.
И я вижу, Мгм. что этот человек в эфирном плане как будто бы стоит на коленях, руки сзади завязаны, тело все истерзано, его душа выходит вместе с сердцем, которое поднимает вверх этот людоед, он поднимает это вырванное сердце и так его сжимает, фу, как губку, и кровь это капает ему просто в рот. Мгм. Жертвоприношение. Да, это жертвоприношение, и это является основой религиозных этих сект человеконенавистнических, именно христианства. Мгм. Потому что оно открыто заявляет о своей принадлежности, я слышу, к секте кровопийц. Мгм. Хорошо, Виктория, тогда такой вопрос. Вот у нас был вопрос, связанный с Денисом, который был сеанс у Подожди, ну него. не все сразу. Мгм. Это отсоединиться мне от Хорошо. этого? Я же здесь. Так, что ты сейчас видишь? Ну, я уже отсоединяюсь, потому что ты же задаешь другой Хорошо. вопрос. Я уже это все отсоединяюсь, Хорошо, Виктория, улетаю отсоединись. отсюда, забираю всю Мгм. мою энергию. И Забирай эту энергию, очищай пространство. Илья карманы показывает, что у него уже пустые. Я всю энергию уже забрала. Отправляю Мгм. его в портал на утилизацию, а Моночке передаю, ой, не Моночке, все отменяю, Оксане. Оксане Оксаночке, потому передаю. что Мона- это ложь, это, ее, считывается фальшивое имя. Я Оксаночке, моей сестре родной, передаю информацию, чтобы она освобождалась, и любовь, чтобы она осознавала и вспоминала, кто она на самом деле. Я обращаюсь к ее божественной душе Мгм. и призываю выходить из этих эгрегоров и а, освобождать ее божественную душу, если она желает. Я передаю эту информацию во всех наших сеансах, и я увидела, как все люди, которые освобождались у нас, вот этих цельнозоровских магических ритуалов, как они все стоят вместе и тоже передают их любовь к Оксане, Мгм. К ее живой душе. ее душе, живой душе. Мы не обращаемся к ее вот этим навязанным программам, к ее вот этому всему, а только к живой душе божественной. Мгм. Так и есть. Да. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись от этих ситуаций. Мгм. Вопрос такой: каким образом связано Денис и Иисус с тем, что мы видим раскрытые мои прошлого воплощения? Я вот так вижу, как будто бы кто-то бросает вот этот вызов: камень, ножницы, бумага. И я слышу двойственность программ. Это какие-то проделки люциферианского царства. И я вот так слышу: запутать. И снова вижу вот этот гмах. Это по-польски большой дом. Этот Вавилон, Мгм. который символизирует достать, проникнуть вверх по эволюционным этажам, чтобы достигнуть первотворца и занять его место. Это главная цель люциферианского царства. И я вижу, что это такую же цель вот Илья тоже преследует. То есть он взял на себя ответственность и карму быть предводителем Люцифера на земле. Мгм. Ну, я не знаю, потому что я никогда от него лично не слышала, и я не смотрела его ролики. Я последние посмотрела, где он там рассказывал про эту Черногорию. Но мне так идет, что он взял на себя роль ам, вот, предводителя, который ведет человечество на бой против первотворца, против конов жизни. Мгм. Он как эта Так. Вавилонская башня, вот, или как этот Пиндер, который устремляется, насильничает против, эм, я слышу, первого здания.
первое здание, устройство. Первозданный. Мгм. Я слышу первое здание, то есть как дом, да, первый дом, Мгм. скажем так, устройство, и оно идет вот так, как бесконечного мира, Мгм. то есть совершенного мира Правила жизни. по законам жизни. Мгм. То есть фактически вот Так. эти религиозные догмы, вот это э, эзотерические практики, магические, это все люциферианский культ кровопийц, вампиров. И вот этот так называемый Люцифер, это и есть самый главный вампир. А люди, которые занимаются вот этими практиками, они как бы слуги этого и тоже становятся вампирами, и тоже кусают, образно говоря, заражают других людей. Это как Мгм. вчера в сеансе было, точно, как сестра заставила младшего брата покреститься в церкви православной, а там какой-то масон был. Ну и у них такие проблемы начались, что лучше и не говорить. Вот. То Мгм. есть человек сам предается и предает потом по цепочке других, а тот то же самое. Это вот это, отсюда и пошла вот эта история про вампиров, которые кусают как будто бы в шею. О, вот, опять шея, да? Мгм. И и этот человек укушенный тоже становится вампиром. Вот оно откуда идет. Заражен. То есть, Мгм. оно так и идет. Человека покрестили, потому что так надо, потому что люди боятся. А что люди скажут? Я вижу, что сегодняшний сеанс – это ответ на то, что мне плевать, что люди скажут. Сегодня Рождество, а я пошла стирать. Поэтому мне это все и открылось. Потому что Мгм. нет страха. Потому что где страх, там нет любви. Мгм. Хорошо, Виктор, давай закончим с этим вопросом. Что это за запутанность между мной и этим Денисом? Какая плотность? Запутанность. Что это за запутанность? Запутанность. Да. Снова Мгм. я вижу вот эти черные пальцы сектора интерферентов, слышу двойственность программ. Я вижу, что это нужно сделать отдельное расследование, Мгм. потому что на Хорошо. данный момент это вижу, что это исходит от этого Сатурна, запутанность. Мгм. Кого-то прячут. Кто-то из вас точно был, или он, или ты был этим человеком, Иисусом, Андроником, да, а Мгм. кто-то получил каким-то образом эту Память вот эту навязанную или память, и, скорее память. всего, Мгм. что это, возможно, даже и ты. Ну, и не буду угадывать. Да, это мгм. Это Хорошо. попытка навязать карму и перекинуть карму за образование этой Сатурналии, этого Сатурна, поклонение смерти и привлечение, вот это я вижу, вот эти энергетические, за привлечение в этот эгрегор и уличить в смерти всех этих миллионов людей именно того человека, которого убили, из которого сделали этот культ. Хорошо, Виктория, эту мы тему разберем Да, на расследовании. да. Тогда отсоединяйся от этой всех ситуаций. Да, Что давай этот опыт, то, что мы увидели, это обличаем, это обличение, эту информацию, опыт распространим светлым душам. да. Эта энергия вот так как взрыв какой-то, как будто какая-то звезда взорвалась по космосу, вот так информация разлетелась сияющая. Она просто не разлетелась, а разлилась вот так от Мгм. центра, от какого-то центра. Сейчас я посмотрю, кто там. Сейчас я приближаюсь, это очень далеко. Мгм. Посмотри, Виктория, кто в центре. Там какой-то сияющий центр. Мгм. Там я вижу как будто бы человеческий силуэт. Сейчас я спрошу. Мгм.
я вижу, что оно считывается как центр осознанности, то есть это энергоинформационная а, тоже кладовая. Мгм. Вот это Сатурн, это ёлы-палы, ну теперь все стало понятно. Смотри, в энергоинформационном пространстве, вот ты там находишься, ты сказал, Мгм. передаем, и от тебя так шух, все пошло. Центр осознанности. Есть вот это облако, скажем так, банк информационный, да, светлые души как бы имеют их светлое начало, все, что связано с их опытом, озарениями, с их интуицией, с их светлой естественной сущностью, вся эта информация хранится как в банке, в высоких энергоинформационных пространствах. И то, что мы называем Бог, Мгм. это божественное пространство. То, что эти называют Аллах, то есть Ал– это все, вот Алла, имя тоже такое, что все, то есть мы все, да, то Мгм. есть это единое энергоинформационное пространство, гармоничное этих ну и снова я слышу первое здание. То есть это то, как было сотворено в самом начале. То есть это устройство совершенного мира. Вот там эта Мгм. информация вся хранится. И там находятся все эти Эталонно. светлые души, Мгм. да, которые М. ах- а, освободились от глобальных контрактов. Они освобождаются от глобальных контрактов и отвязываются, и переходят вот туда. А потом идет уже, когда они уже свободны, освободились, они начинают как бы доказывать свою чистоту и начинают постепенно очищаться от разных этих привязок, от этого всего. Но самое важное– это вот расторгнуть этот первичный контракт, по которому они... Вот я так и вижу, как эта лапа, как загребла, ограбила душу, да, то есть Мгм. притянула в эгрегор смерти, потому что человек не может вырваться эм, из этих лап антимира, потому что его сдерживают контракты. Это как трудовой контракт, по которому нужно штраф платить и так дальше, и так дальше. Ну, образно говоря. Мгм. Вот это здание, которое ты видела, ну или которое ты слышала, это вот как седьмое небо из Библии? Есть аналогия? Да, это оно. То есть это Мгм. чистое энергоинформационное пространство, где обитают наши высшие я и освобожденные души. А Сатурн– это вот этот энергоинформационный блок, он считывается загрязнение, грязь, вот как болото. Это где вот эта вся нечисть обитает, это ложные представления, догмы, директивные какие-то методы внушения, ну и так дальше. Мгм. Магия, астрология. Вот почему им мешает этот Сатурн. Это как плохому танцору яйца мешают, да? Мгм. А почему? Потому что не там танцуют и не с теми яйцами. А если оторвать это вот, тогда, может, и ноги затанцуют хорошенько. Да, ты назвал как раз сейчас в России эти приколы с повышением цен на яйца. Ну, так я же Целый вижу, прикол. ноги танцуют, э, туловища нет, одни ноги и черные яйца с писюном с этим. Хорошо. Ладно. Ну, вот это «Лебединое озеро», это же с этой оперы. Как только Ну, какой-то вот не зря его в включали Украине все ждут, постоянно. когда будут играть уже «Лебединое озеро». А что это означает? Какой-то переворот, и целый Мгм. день крутят именно что? «Лебединое озеро». Я помню, когда путч какой-то был в Москве, а я была в то время в Турции. Мы включаем с девчонками в отеле утром новости, хотим посмотреть, пока собираемся там идти по делам работать. Ну, закупали товар, да, Мгм. у меня магазины были.
И тут смотрим это, ничего не работает. Лебединое озеро. Лебединое озеро. В обед прибежали там покушать, в ресторан сходили, включаем Лебединое озеро, звоним домой, связи нет. И потом встретили по дороге, я помню, эту литовку, какую-то девочку, и она сказала, что в Москве путч, переворот какой-то, все отключили. А мы, ну понятно, если в Москве переворот, значит на телевизоре уже показывают Лебединое озеро. Хорошо, ждем лебедей, ждем. Хорошо, Виктория. Ничего просто так не бывает. Я Да. просто поражаюсь, как они об этом все знают, осведомлены. Это все показывают вот так. Это, между прочим, контракты, это инициации, когда в открытую, вот точно так же, как христианство в открытую показывает, вот орудие смерти, вот мы поклонники дьявола, вот мы убили этого человека, давайте будем убивать его вместе. Между прочим, Библия так и пишет, что когда даже человек в своем сердце имеет какую-то ненависть, то он в своем сердце уже убивает Христа. А они это показывают. И когда человек это принимает, то есть он принимает эту инициацию, то есть этот контракт. Ну, вот этот, который подписал Пий, да, почитание вот этого, вот это и есть сатанизм этот. Да, это откровенный культ, это очень злой культ, и именно вот оно там оттуда все, ноги и растут. И никакой связи между культом смерти и божественной душой, верой в Бога, в Творца совершенно нет. Наоборот. Да, хорошо. От своего имени я приказываю этому Пию убрать его воздействие и с нашего сесвета убрать его эти незаконные, неконные эти договора, пусть применяет на себе. Я вижу, как этот человек, который был распят там на этом кресте, вынимает этот гвоздь ржавый, он как бы сам, этот человек, который распят сияющий, вот так смотрит, а его распяли, поэтому его энергетическая субстанция там до сих пор есть. А он так смотрит и берет этот гвоздь и вот так вот щух, и передает это просто этому Пию в это собрание. В это собрание. И я хочу передать, мне идет так, что я сейчас повторяю то, что происходит в эфирном пространстве. Я передаю информацию этому Денису, который к нам приходил, чтобы он с нами связался и чтобы мы разобрали этот вопрос, кто же на самом деле Иисусом был, этим человеком, а кому навязали эту память ложную. Да. Хорошо, Виктория. Чтобы разобрать, распутать эту Да, путаницу. распутать этот узел, эту двойственность. Хорошо, Виктория. Информацию о нашем сеансе распространяем по эфирному пространству, этот опыт, информацию. Отсоединяйся от всех и всего. Проверяй твое личное пространство. Да. Напомню, Но почему-то мы с тобой находимся в разных галактиках. Ты это знаешь? Нет, не знаю. Что Вот это почему значит? ты так далеко был? Где-то там взорвался. Не взорвался, а распространял эту информацию. Нет, мне так пришло, что как бы я сразу увидела, как от меня пошла информация, как волна сияющая, и от тебя. И пошло, что как бы разные галактические системы, и сразу же там информация очень быстро идет все, что именно вот это искажают этот момент эти, слышу, люциферианские слуги, эти
эзотерики, потому что каждый творец творил свою галактику, свою Мгм. звездную систему, вот, и это как его ответственность за это. И они как бы, ну, это как есть одна контора, есть директор и разные отделы. Вот все эти боги, пантеон богов, это все искаженное, вот как эхо доносится до нас, эта Мгм. информация об этом устройстве. И вот мне идет, как в Библии тоже написано, что отдал, сейчас вернусь обратно, сейчас почитаю, Вернись. что там Мгм. написано. Отдал, куда-то ушло, куда-то я улетела отсюда уже. Как бы Вернись, отдал Виктор. своим, первотворец, как бы отдал своим сыновьям, творцам, Мгм. все в их руки, чтобы они управляли всем всесвітом. И это как в конторе есть директор и отделы разные, и начальники отделов. Точно так же это, похоже Мгм. вот так. Интересно. А эзотерики это пытаются поставить, как будто бы кто-то из Альфа Центавры прилетел, и он лучше, чем земляне. Это ерунда полная. Все одинаковые, потому что все живут, как бы все работают на одну контору. Ну, кроме темных, на Ну, чужеродную. они, но Да, они тоже окей. на свою контору работают. То есть у каждого Да. человека доминирует какая-то миссия, потому что есть миссия у божественной души, и ее очень легко распознать. Когда человек демонстрирует любовь, гармонию, призывает к любви, к гармонии, и это делает, помогает другим, то это он выполняет светлую миссию. Когда человек лжет, зазывает к ненависти, занимается магией, это означает, что он занимается, то есть его темная субличность взяла верх, и он выполняет миссию темной субличности. То есть это говорит, что человек полностью погруз в негативе. И его контора, конечно же, сатана и дьявол. Вот он ими служит. Мгм. Хорошо, Виктория. Так, я Отсоединяйся от от этого всех и всего. соединяюсь. М. Да, очень интересно. М. Хорошо, наполняемся светом, гармонией жизни. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговаривать, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2,